26 марта 1827 года в Вене, Австрийской империи, скончался немецкий композитор-пианист и дирижер Людвиг ван Бетховен. А на следующий день двое его соратников обнаружили несколько документов, хранившихся в потайном отделении его письменного стола, в том числе и необычное письмо завещания, написанное задолго до смерти композитора, в октябре 1802 года, и адресованное его братьям Карлу и Иоганну, которое известно как Хайлигенштадтское завещание. В нем Бетховен признался, что страдал от прогрессирующей потери слуха, и в этом мире его удерживает лишь искусство. А также он просил своих братьев, чтобы его любимый врач, доктор Иоганн Адам Шмидт, 1759-1809 годы, если будет жив, описал его болезнь и предал гласности. И хотя Бетховен пережил Шмидта на 18 лет, были попытки определить наиболее вероятные причины различных жалоб Бетховена на здоровье. Такие исследования основывались главным образом на документальных источниках, включая письма Бетховена, дневники и сборники бесед, а также рассказы современников Бетховена, включая заметки врачей и отчеты о вскрытии с описанием скелетного материала после эксгумации в 1863 и 1888 годах. Кроме того, были проведены анализы тканей, которые, как утверждалось, принадлежали Бетховену, включая токсикологические анализы волос неизвестной аутентичности и палеопатологические и токсикологические исследования фрагментов черепа, по крайней мере 2 из которых являются недостоверными. Источники свидетельствуют о ряде жалоб на здоровье различной степени тяжести, которые влияли на жизнь и карьеру Бетховена. В первую очередь среди них были двухсторонняя поздняя прогрессирующая и преимущественно нейросенсорная форма тугоухости и хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом. А ближе к концу жизни Бетховена, летом 1821 года, у него начали проявляться симптомы заболевания печени, когда произошел первый из по меньшей мере 2 приступов желтухи, кульминацией которых стала смерть композитора, считавшаяся наиболее вероятной из-за цирроза печени. Есть некоторые противоречивые свидетельства о злоупотреблении алкоголем, что является известным фактором риска цирроза печени. В дополнение к 3 разным заболеваниям, у Бетховена в течение жизни проявлялись и другие симптомы – соматические и, возможно, также психологические. Но при выяснении возможных генетических причин его болезней авторы работы ограничились 3 областями соматических заболеваний, которые доминируют в медико-биографической литературе, поскольку они представляют собой основные ограничения здоровья Бетховена и широко задокументированы в отчетах самого композитора, а также в отчетах его современников и врачей. Для этого исследователи стремились к полногеномному секвенированию ДНК Бетховена с большим охватом из проверенных прядей волос, которые названы по фамилиям людей, в чьем распоряжении оказались, а именно локонами Хиллера, Штумфа, Мюллера, Бермана, Хальма-Тайера, Мошелеса, Крамолини Брауна и Кеслера. Сначала из этих 8 прядей генетики выделили митохондриальную ДНК. Оказалось, что в 5 образцах она идентична и принадлежит к гаплогруппе H1B1 плюс 16362C, все 16 176T. Эти же образцы волос продемонстрировали кариотип XY, а следовательно принадлежали мужчине. Все свидетельствует о том, что эти 5 образцов волос происходят от одного человека, или же от монозиготных близнецов. Характерные повреждения ДНК в этих образцах указывают на их возраст – начало XIX века. Из 2 оставшихся прядей волос одни, именуемые локоны Хиллера, вообще были женскими, а мужская линия Арадиней Z283 прижизненного обладателя локонов Крамолини Брауна не совпадала ни с одним образцом с более безупречной историей хранения. Таким образом, по результатам предварительных анализов для полногеномного секвенирования авторы выбрали локон Штумфа с наиболее сохранившейся ДНК. Подлинность генома Бетховена. В подтверждении тому, что в анализе ДНК принимали участие волосы именно Людвига ван Бетховена, авторы приводят 4 довода. Во-первых, документальные свидетельства, подтверждающие подлинность этих 5 прядей волос, очень убедительны. В частности, задокументировано, что локон Хальма-Тайера
был подарен в 1826 году самим Бетховеном коллеге, композитору Антону Хальму и его жене. Затем Хальм подарил его музыковеду и автору биографии Людвига ван Бетховена Александру Уиллоку Тайлеру в 1859 году, и он оставался у семьи Тайеров в Соединенных Штатах до тех пор, пока член американского общества Бетховена Кевин Браун не приобрел его в 2017 году для этого общества, которое впоследствии и предоставило его образец для данного исследования. Похожим образом, после смерти Бетховена в 1827 году друг семьи Иоганн Штрайхер, действовавший от имени Иоганна Шикха, который организовал похороны Бетховена, отправил прядь волос владельцу лондонской фабрики по производству арф Иоганну Штумфу в Лондон, который в течение месяца отправил ее Патрику Стирлингу, члену известной шотландской семьи музыкальных покровителей. После чего волосы были проданы Кевину Брауну на аукционе Сотбис в 2016 году с документом, подписанным Штумфом, и в Сотбис описали локон как перешедший к нынешним владельцам по прямой линии, после чего образец также стал доступен исследователям. Важно, что именно эта прядь волос послужила авторам исследования источником для секвенирования генома Бетховена с высоким покрытием. Но также стоит отметить, что существуют и пробелы в истории локонов Мюллера, Бермана и Машелеса, но они имеют документально подтвержденное происхождение в XIX веке. Во-вторых, истории этих прядей волос, за одним небольшим исключением, независимы друг от друга. Исключением является то, что пряди волос Бермана и Хальма Тайера были скреплены в рамке для фотографий, когда они принадлежали Тайеру. Кроме того, нет никаких исторических возможностей для того, чтобы пряди волос были перепутаны, объединены, загрязнены или заменены друг другом. Пряди волос Бермана и Машелеса не могли иметь общего источника, более позднего, чем сам Бетховен, поскольку хронологические пробелы в их документации не пересекаются. Тем не менее, все эти 5 почти полностью независимых прядей волос, 2 из которых с безупречным происхождением, еще 2 с хорошим и 1 со средним, генетически идентичны. В-третьих, 2 локона волос, которые генетически не совпадают с 5 соответствующими локонами, не только не совпадают друг с другом, но имеют более слабую подтверждающую документацию, чем схожие локоны. Хотя подлинный локон Крамолини может существовать, прядь волос, известная как локон Крамолини Брауна, не имеет надежной документации до 2012 года. В контексте локона Хиллера, принадлежащего, как оказалось, женщине еврейского происхождения, стоит отметить, что Софи Лайон, жена сына Фердинанда Хиллера, Пола, как раз была еврейкой. Но это совпадение требует дополнительных исследований. Однако интересно, что этот локон достался одному датскому врачу в портовом городе Гиллелае, Дании, от неизвестного еврейского беженца, которому тот помогал переправиться в Швецию в поисках безопасности в октябре 1943 года. Примечательно, что как раз медальон с этими женскими волосами был предметом бестселлера «Волосы Бетховена» Рассела Мартина, опубликованного в 2000 году, по которому в 2005 году был снят документальный фильм. Кстати, это в этих волосах, как сообщалось, уровень свинца превышал норму во много раз. И в-четвертых, очень трудно представить сценарий, по которому 5 отдельных прядей волос, приписываемых Бетховену, могли быть от другого человека. Любая мошенническая манипуляция с прядьми волос и документацией должна была бы предшествовать знаниям о том, что из волос могут быть получены генетические данные. ДНК Людвига ван Бетховена в контексте популяций. На графике анализа главных компонент образец ДНК композитора из локона Штумфа группируется с современными немцами, а анализ предковых компонент показал, что предки Бетховена более чем на 99% были европейцами. Географическая кластеризация 665 клиентов компании Family Tree DNA, которые имеют общие с Бетховеном участки аутосомной ДНК, идентичные по происхождению, более или равные 6 сантиморганидам, и применение нового метода для анализа топонимов, задокументированных в их генеалогических записях, помогли авторам обнаружить сильную географическую связь с Рейном и территорией современной земли Северной Рейн-Вестфалия в Германии.
При этом, к сожалению, не было обнаружено каких-либо близких по происхождению с Бетховеном людей из доступных баз, хотя гаплогруппа Y-хромосомы, как у Бетховена, I1AZ139, довольно широко распространена в Европе. Сравнение с геномами живущих потомков из рода Бетховенов. Авторы не смогли подтвердить генетическое родство Бетховена ни с группой из 5 Бетховенов, проживающих ныне в Бельгии, ни с потомками племянника Карла ван Бетховена. 5 Бетховенов лишь отдаленно взаимосвязаны генеалогически, но имеют совпадающие гаплогруппы Y-хромосомы RFT-446-200 в пределах гаплогруппы R1b, что согласуется с происхождением от общего предка по отцовской линии Аэрта ван Бетховена из XVI века, который, по идее, должен был быть и предком Людвига ван Бетховена. Но данные Y-хромосомы не совпадают, ведь у 5 совпадающих образцов волос Бетховена определена гаплогруппа I1AZ139. Наиболее правдоподобное объяснение этому подразумевает, что было по крайней мере одно событие связи с другим мужчиной между зачатием сына Аэрта ван Бетховена Хендрика в бельгийском Камхауте в 1572 году и зачатием Людвига ван Бетховена 7 поколений спустя, в 1770 году в Бонне, Германии. Один из биографов Бетховена по косвенным признакам ранее предполагал, что Людвиг-старший, возможно, не был биологическим отцом Иоганна ван Бетховена. Однако имеющиеся данные не позволяют точно определить, когда был случай внебрачного отцовства. А 5 мужчин из базы компании Family Tree DNA с той же отцовской линией IFT-396-30 в пределах I1AZ139 имели разные фамилии. При этом стоит отметить, что фамилии во многих частях Европы начали использовать через несколько столетий после наиболее вероятного для этих людей общего предка по мужской линии. Второй анализ был сосредоточен на 3 живущих близкородственных потомках племянника Людвига ван Бетховена, Карла, задокументированных как генетические родственники Людвига 7 степени. Поскольку его отцовская линия оборвалась, были использованы идентичные по происхождению сегменты аутосомного генома. Однако анализ не выявил между потомками племянника и самим Людвигом ван Бетховеном идентичных по происхождению участков значимой длины, более или равной 7 сантиморганидам. При этом неясно, отражает ли такая низкая длина общих сегментов ДНК дальнее родство 7 степени или случай внебрачного отцовства. Истоки болезни Бетховена. Генетические данные могли бы улучшить наше понимание проблем со здоровьем Бетховена, однако такие методы пока имеют ряд ограничений, которые не позволили авторам выявить молекулярно-генетические причины потери Бетховеном слуха и проблем с желудком и кишечником. Однако им удалось практически исключить в качестве причин целиакию, при которой не вырабатываются определенные ферменты, отвечающие за расщепление глютена, и непереносимость лактозы. Более значимые результаты касаются заболевания печени Бетховена. Он был носителем идентичных аллелей гена PNPLA3, которые связаны с циррозом печени, и нескольких парных вариантов в гене HFE, связанных с нарушением обмена железа и накоплением его в тканях и органах. При этом анализ показал, что риск заболевания печени у Бетховена в значительной степени зависел от степени употребления им алкоголя. Кроме того, как показано в исследовании, Бетховен был инфицирован вирусом гепатита Б, по крайней мере в течение месяца перед смертью. И хотя анализам в настоящее время не хватает чувствительности для определения природы и времени возникновения этой инфекции, авторы делают вывод, что существенная генетическая предрасположенность Бетховена, гепатит и употребление алкоголя являются вероятными причинами заболевания печени композитора. При этом отмечают, что точная причинно-следственная связь в настоящее время не может быть определена. А я на этом не прощаюсь и желаю всем хорошего настроения. Не забывайте, пожалуйста, про поддержку канала.